Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», а меня зовут Владимир Исаев. И сегодня мы смотрим акустики из обновленной модельной линейки гитар Norman в корпусе Mini Jumbo. И для начала мы рассмотрим гитару B18 в этом прекрасном цвете вишневый Sunburst. Он трехцветный и очень классно выглядит. И как вы можете заметить, это больше не Dreadnought, это теперь Mini Jumbo. Корпус сделан все так же, верхняя дека сделана из массива ели. Нижняя дека обечайка — это вишня, гриф из серебряно-листного клена канадского, а накладка и подставка сделаны из палисандра. Причем отдельно хочется отметить, что порожек нулевой у струнодержателя сделаны из туска, это пластик, но это пластик под кость, очень классный, я предпочитаю такой использовать уже последние много лет, он очень надежный и очень мне нравится, как звучит. Кость, мне кажется, устарела, таск вперед, я ставлю большой лайк. Также лайк ставлю за открытую механику колков, она очень классно работает, и они очень приятно выглядят. Мне всегда нравятся колки с открытой механикой и с этими винтажными маленькими пегами. Кроме того, очень удачно сюда встала простая, но рабочая система из пьезозвукоснимателей и предусилителей от компании Fishman, так что гитара электроакустическая. Также стоит добавить, что у новых Mini Jumbo мензура 25,5 дюймов. Это точно так же, как у стратов и прочих ибанезов, так что всем электрогитаристам такое придется по вкусу. А теперь давайте послушаем, как звучит эта гитара. Ну что, новый корпус Mini Jumbo показал себя довольно интересным. Звук сбалансированный, причем вот эта гитара из вишни, она такая довольно скомпрессированная, то есть если поднажать и начать играть чуть более активно, она не начинает греметь, не начинает как-то слишком громко выбиваться, то есть если играешь соло, если играешь аккомпанемент, то звук, в принципе, будет довольно сбалансированный по громкости, мне это понравилось. Ну и в целом гитара оставила у себя очень приятное впечатление, все еще мне очень нравится гриф у гитар Norman, как он вообще лежит в руках. Отдельно хочу заметить, что очень хорошо завалена кромка грифа. Это далеко не у каждого производителя так сделано. То есть, когда играешь большим пальцем сверху, это очень удобно, потому что ничто не впивается в краешек пальца, и пальцы не начинают болеть. Лайк за это гитарам Norman. Ну а сейчас у меня в руках инструмент уже посерьезней из серии Studio. Это модель ST30 MJ, тоже Mini Jumbo, в цвете прекрасном, очень красивом цвете Havana Burst. И вообще, как выглядит эта гитара, ну, мне прям понравилось. Посмотрите, какие крутые инлеи. Они очень гармонично смотрятся с этим цветом гитары. Она такая, от нее есть вот этот вот винтажный вайб. Опять же, колки с открытой механикой. Опять же, порожки из туска. И по материалам корпуса, ну, тут уже побогаче. Верхняя дека все так же массив ели, но нижняя дека обечайки — это массив красного дерева, гриф также из красного дерева, накладка и подставка палисандр, то есть это уже инструмент из массива. Кроме того, уже не фишмановский простенький датчик, уже у нас стоит LRBX элемент,
Это хороший, интересный довольно пьезозвукосниматель с предусилителем, который использует множество профессионалов. То есть гитара готова к живым выступлениям, готова к тому, чтобы подключаться напрямую в линию или в акустический усилитель и звучать на весь зал. Давайте послушаем, как она звучит. В отличие от скомпрессированного звука B18, здесь звук такой более открытый, он лучше отвечает на динамику, более отзывчивый и такой поярче и помягче одновременно. Мне очень понравилось, как звучит эта гитара. Ну, логично, тут и материалы корпуса, и ценовой диапазон уже немножко другой. Однако из общих черт у этих гитар это, конечно, такая общая сбалансированность частотная, которую дает корпус мини-джамбо. Причем отдельно хочется сказать, это не такой традиционный мини-джамбо, как у всех, это такой канадский взгляд на мини-джамбо. Он где-то между традиционным джамбо и тем, что обычно прочие производители называют мини-джамбо. То есть он довольно большой, однако не гигантский. То есть, для меня форма корпуса вообще очень комфортна. Но все равно, конечно, приходите, поиграйте, сами оставьте свое впечатление о новых корпусах мини-джамбо от гитар Norman. Так вот, звучит очень сбалансированно, звучит мягко. Для фингерстайла гитара подойдет прекрасно, для аккомпанемента тоже не вижу никаких проблем. Хочется, конечно, еще отдельно вбросить про то, что замена батарейки на этой гитаре предполагает ослабление струн, потому что контейнер для батарейки, к нему нет доступа снаружи гитары, нужно засунуть руку внутрь, вытащить мешочек с батареечкой и поменять. Однако стоит заметить, что это на многих гитарах из массива так сделано, потому что для установки такого, собственно, разъема для батарейки не нужно пропиливать деку, а значит, что вы можете безболезненно снять, например, этот датчик и поставить такой датчик, который вам нравится, например, там, не знаю, систему из микрофонов или какие-то там еще заморские иностранные датчики, какие вам вообще захочется. Самое главное, что дека цела, и при желании можно датчик вообще снять, выкинуть и использовать гитару как чисто акустическую. Подводя первый начальный итог новой модельной линейки гитар Norman, хочется отдельно сказать, что звук остался все таким же узнаваемо натуральным, как и был раньше. Однако внешний вид у гитар значительно улучшился. То есть если раньше я говорил, что гитары Norman, они, конечно, звучат классно, но выглядят очень простенько, то сейчас я этого не могу сказать. Особенно вот про ST30, она прям вообще выглядит очень дорого и очень классно. Гитары стали ощутимо мягче по звучанию и не такими сухими, что ли. Посмотрим, что у них получилось с дредноутами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии внизу под этим видео и, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Такой сухой воздух, я даже нот не слышу. Извините. Все, я окончательно придумал, что я играю.